Вас приветствует канал Ураборос. Как сложилась судьба детей Клеопатры, царицы Египта? О романах царицы известно. Сначала Юлий Цезарь, потом Марк Антоний попали в ее женские сети и погибли в водовороте политики Рима. Куда менее известна судьба детей Клеопатры, плодов этой любви. Первый сын царицы Египта родился от Цезаря, а остальные трое от Марка Антония. После 42 года до нашей эры двое триумвиров, правители республики, Марк Антоний и Гай Октавий, поделили Древний Рим. Октавиану достался Запад, а Антонию Восток. Клеопатре после смерти Юлия Цезаря нужен был новый защитник, а Марку Антонию египетский хлеб для Парфянской войны. После серии встреч вспыхнула любовь, и через 7 лет Марк Антоний развелся с женой и женился на Клеопатре. Этот брак с иностранкой не считался в Риме законным. К тому же брошенная жена была сестрой Октавиана, и за нанесенный семье позор правитель Запада затаил злобу. В 40 году до нашей эры Клеопатра родила от Антония близнецов, дочь и сына. В глазах Рима двое бастардов просто дополнили собой третьего незаконно рожденного, Цезариона, сына Юлия Цезаря. Так презрительно называли римляне Птолемея XV Цезаря, названного Юлием царем царей. И конечно, все эти дети для Рима были срамным итогом порочной связи с распутной Клеопатрой. Поэтому Марк Антоний долго стыдился своих детей и лишь через несколько лет признал отцовство. Но в глазах Египта дети Клеопатры от правителей Рима были законными детьми царского брака. Дети должны были править дальше, и царица тщательно выбирала им имена. Дочь стала Клеопатрой Селеной, Луна, сын стал Александром Гелиосом, Солнце. Этим подчеркивалась связь с богами Египта, Александром Македонским и самой Клеопатрой, признанной египтянами богиней Исидой. Последним родился третий, Птолемей Филадельф, названный в честь основателя греческой династии Египта. В 34 году до нашей эры в Александрии состоялась торжественная церемония, где Марк Антоний признал своих детей, Цезариона признал сыном Юлия Цезаря и даровал детям царство. Десятки тысяч египтян собрались, чтобы увидеть, как Антоний и Клеопатра восседают на золотых тронах, а 4 детишек на серебряных маленьких. Марк Антоний объявил Клеопатру царицей царей, дочь Клеопатра Селена получила Крит, сыну Александру Гелиосу были отданы Армения и Парфянское царство. Птолемею Филадельфу отец даровал царство Сирия. И несмотря на то, что все эти царства стали вассалами Рима, позор брошенной сестры и раздача земель незаконно рожденным переполнила чашу терпения западного триумвира, Октавиана. Разразилась война римлян, в итоге которой Марк Антоний и Клеопатра проиграли и покончили с собой. Цезариона пытались спасти, отправив в Индию, но Октавиан схватил его и убил, ибо сын Юлия Цезаря, даже незаконный, а опасный конкурент. А родные дети Клеопатры и Марка Антония были не столь опасны, и Октавиан позволил им жить, отправив их под надзор сестры в Рим. Двое сыновей, Александр Гелиос и Птолемей Филадельф, исчезнут в Риме, так и не став царями. А судьба Клеопатры Селены сложится иначе. В Риме девушка познакомится с таким же несчастным ребенком, как она, сыном царя завоеванной римлянами Нубии. Император Октавиан выступит в роли свахи и женит их, провозгласит правителями второстепенной Мавритании, Алжир, и отправит их туда, на окраину Римской Африки, где дети погибших царей не представляли угрозы. Но в первобытном океане дочь Великой Матери проявит себя. Африканская царица Клеопатра Селена застроит Черное царство римскими поселениями, храмами, примет прогрессивные законы. Супруги возведут величественный дворец, пригласят архитекторов и художников античной Европы. Там, среди мертвых песков Алжира, возникнет маленький римский мир, оазис искусства и культуры. Они будут править вместе 20 лет. А в день смерти дочери Клеопатры, царицы Селены Луны, произойдет лунное затмение, и летописец напишет: «Сама луна потемнела, восходя на закате, она скрылась в слезах внезапной ночи, потому что луна увидела свою прекрасную сестру Селену, бездыханную, спускающуюся в Аэт. С дочерью Клеопатры луна имела красоту света общего, и смешала свою тьму с горем народа от ее смерти». Всем спасибо, кто посмотрел мое видео, прошу вас подписаться на мой канал Ураборос, и на мой телеграм-канал Загадки Истории, ссылка в описании. Если что есть добавить, обязательно напиши. Всего хорошего!